День! Всех рад видеть снова на нашем канале. Сегодня посмотрим, давно, конечно, не виделись, и сегодня посмотрим на очень интересный инструмент, FlowGood, плагин для WordPress, который делает то, что обычно делаем вами после обновления. То есть заходим на сайт, кликаем кнопки, проверяем формы, смотрим, жив ли чекаут, если это электронная, и вообще не превратился ли сайт в тыкву после очередного обновления. Да, все мы знаем это чувство, когда нажал кнопку «Обновить плагин» и на секунду стал очень духовным человеком. И вспоминаешь, молился о правде и молишься: «Господи, пусть корзина у нас заработает, пусть форма появляется, пусть Брикс или и тем более какой-нибудь элемент он решил начать новую жизнь». И вот как раз круга для того, чтобы меньше молиться и больше знать и быть спокойным. То есть в этом видео я покажу, что такое кругар, кому он подойдет, и какие сильные стороны, и как бы я его использовал на клиентских сайтах. Конечно, вы скажете, что существует много подобных инструментов для отслеживания, допустим, мониторинга времени безотказной работы. То есть их бесплатных инструментов и очень хороших, и есть open source решения. Да, оно есть, но опять же, вы обратите внимание, это немножко другой подход. Вы иногда знаете, что вы обновили плагины, а тем более, если у вас на поддержке там 10, 20, 50 сайтов и так более, то вы прекрасно знаете боль. То есть вы обновили, он вас показывает, все доступно, дает 200 код, вы думаете, все безопасно, все здорово. Но в итоге через какое-то время, либо зашли на главную страницу, у вас там все замечательно на сайте, но через какое-то время клиент звонит и говорит, что он на странице магазина, просто указана критическая ошибка. Да, туда тоже он показывает, что сайт доступен, но по факту вы на самом деле не знаете, что. Давайте будем честно, да, WordPress это классная система, там постоянно что-то обновляется. Ядро, темы, плагины, не дай бог WooCommerce. Про WooCommerce это отдельная история. Если он что-то обновился, то там меняет все, и, соответственно, многие плагины перестают быть с ним совместимы, выходит проблема. То есть там формы, кэширование, может быть, конструктор страниц какой-то и так далее. И мы узнаем это уже потом от клиента, что у нас там 3 дня или неделя не приходят на форму заявки и так далее. И вы с утра такое начинаете утро такой небольшой паники и начинаете искать причину, где, что и почему сломалось. Особенно, когда у вас большое количество задач. Да, есть инструменты, которые можно будет обновить все сразу, и есть инструменты, где это все очень удобно. Но опять же, сегодня я вам покажу. То есть я сначала скептически относился, но когда увидел, думал, что обычный подобный инструмент, но нет. На сегодняшний день они именно закрыли те боли, которые еще пока никто ни один не продвинулся настолько, что решить. То есть это у вас есть, тем более не просто простой блок, а там интернет-магазин, там заявки с сайта поступают, личные кабинеты, формы бронирования, чекауты и тому подобное. И это все отследить вручную, ну, очень-очень сложно, тратить на это времени. Либо если у вас там агентство, то сажать большое людей для того, чтобы они все тестировали после каждого обновления. И вот поэтому FlowGod, идея проста, что он может записывать разные сценарии поведения пользователя, и их автоматически проверять автоматически, либо после обновления. То есть, к примеру, там нажать на страницу, нажать на кнопку, заполнить форму, проверить, отправить сообщение и так далее и тому подобное. Как видите, ну, начну вкратце. То есть здесь есть мониторинг производительности, то есть вы можете наставить там отдельно под обратную форму проверку, уходы пользователя, чекауты и так далее. Автоматически это все можно настроить на автомат, можно это сделать, то есть также контроль в сети. И причем, да, вы скажете, если он стоит на сайте, если сайт не работает, да, у них они используют свои сервера для того, чтобы это отслеживать извне.
Ну и для агентств, либо фрилансеров, которые у кого на позиции, можно будет создавать красивые PDF-отчеты для того, что именно, и при том, что это еще будет white label, чтобы клиенту приходило красиво. Это то же самое, что как будто кто-то проверяет ваш сайт, то есть вы посадили. То есть, ну и это если вкратце. Как уже говорил про отчеты, то есть вам больше беспокоиться не нужно, что вам нужно. То есть вы можете это выявлять реально проблемы. Я вам на сегодняшний день и покажу, какие преимущества. То есть и не тратить на это много ручной работы. Ну и опять же спать спокойно по ночам, автоматические откаты и не нужно знать больших технических навыков и тратить на это время. Ну, мы вернемся от отзывов, давайте немного пройдем по особенностям данного плагина. То есть, как я уже говорил, есть автоматическое тестирование, запуски. То есть вы можете сделать запись ваших действий, которые вам необходимо. И причем это не просто на обычном, там, на одном десктопе. Вы можете выбрать создать разные автоматизации на разных устройствах. Ну и автооткаты, если это необходимо, если что-то это сломалось. Ну, как я уже говорил, про аптаймы, уведомления, полная история. Можете настроить там раз в минуту, раз в 3 минуты, раз в 5 минут. А доступность PDF-отчета, мы уже об этом говорили. Это вот то, что вот вкратце. Давайте теперь я уже установил на сайтах подобный данный плагин Минка. Есть белая светлая тема. Спасибо за темную тему. Я еще здесь ничего не настраивал. И как раз все вместе. То есть он автоматически вот заработал аптайм, то есть после настройки. Ну, по настройкам тут все очень просто. Давайте перейдем в настройки. Здесь главное, то есть вот светло-темный интерфейс, кому как удобно. Ну, мне нравится темный, сделан очень-очень приятно. По умолчанию фокус и статус в админ-баре, чтобы он вам выражал. Тестирование, то есть вы можете блокировать все имейлы при тестировании, чтобы ничего никому не направлялось, либо просто редиректить на свой тестовый имейл, чтобы он также приходил. Это очень хорошая фича, что также вам будет приходить ваши имейлы. Делать скриншоты ошибок, записывать видео, чтобы легко потом отловить баги, где что перестало работать пошагово, то есть он будет записывать. Page Cache Bypass, то есть он будет использовать рекомендованные, то есть с кем он сейчас работает, то, что можно будет очищать, соответственно, страницы кэширования. Аналитику, то есть он не будет использовать скрипты, то есть блокировать скрипты для тестирования, чтобы у вас не попадало в аналитику непосредственно те действия, которые он будет производить. Тоже очень удобно. Здесь вы можете автозакрытие каких-то попапов, баннеров, куки и так далее, то есть прописать классы их. То есть здесь уже прописано, я так понимаю, основное то, что используется, вот там куки бота, компиляция ботана и так далее. То есть вы можете еще также себе это добавить. Ну, история, сколько хранится 10 запусков. Так, автозапуск, автоматическая настройка запуска, то есть вы можете использовать глобальные настройки, которые вы сейчас настроите, либо это еще можно будет использовать, сейчас видите, включены глобальные настройки, можно также у каждого flow сделать собственные настройки запуска, а не использовать глобальные. Ну, тут уже смотрите сами. Ну и запуск тестов, допустим, вы обновили плагин, то есть вы можете включить, выбрать после всех плагинов, либо только после избранных. Ну, нет смысла, например, запускать то там после некоторых плагинов. И здесь вы уже выбираете. И вот здесь у нас есть проблемка темной темы, да, яичко. Видно, да, никогда не у темного фона вставляет, делает. Да, тоже вайп видно, или вайп-кодинг. На самом деле это не мешает. Разработчик известный, разработчик Rix Forge, то есть уникальных тем. Но опять же, быстренько починить, либо здесь можете выбрать. И также, если необходимо, то есть после проверки он может его автоматически откатить. Это большой плюс. Ну и чистую кэша также вы можете включить.
Также после обновления, если обновляется тема, то вы можете после конкретных тем включать и откаты, и также запланированные тесты, которые вы можете запланировать, допустим, не после чего-то, а, допустим, просто вы хотите там каждые 12 часов, чтобы у вас там был чекаут и так далее. То есть вы можете частоту. Идем дальше, вернемся в мониторинг. И как тут видим, здесь вы можете, как я уже говорил, он уже автоматически включился и стал отслеживать количество веты. Ну, у меня стоит каждые 5 минут, больше уже нет смысла, у меня на всех инструментах не точно. Единственное, чего здесь нету, допустим, чтобы он не сразу отправлял уведомление после первых 5 минут, а можно было бы, чтобы настроить, ну, надо, чтобы можно вторых 5 минут, если сайт не остановился, то тогда отправлять уведомление, чтобы не было ложных избушек. Многие инструменты это позволяют в платных версиях. Здесь вы можете сохранять, сколько у вас этих чеков было, то есть все, либо там последние 100, чтобы в базе. И так. То есть это 5-минутных интервалов, это 8 часов. То есть здесь как бы показывают пример. Ну и если вам нужны отчеты, здесь дальше, и все сохраняется автоматом, удобно сохранять уведомления здесь о мониторинге, то есть на какой email, и либо вы пока не вижу ни в Telegram, ни куда-то, ну, потому что это сайт, просто является сервис. Так, разрешение. Здесь вы можете управлять доступ, кто имеет право, то есть, либо конкретные роли, то есть вы здесь прямо вайбнели у тему многих. Так, здесь API Runner, то есть вы можете выполнение создать непосредственно у себя локально. Сейчас это действует с их сервиса управляемого API. Можете настроить у себя, но вам непосредственно для этого потребуется сервис установки JS. Но у меня не установлен, поэтому видите, он пишет, что есть ошибки, то есть можно перепроверять, можно установить, если работает, можете это делать, чтобы вот это все работало непосредственно у вас. Хотя здесь, в принципе, можно пользоваться и именно, да, у вас есть месячные лимиты, которые вы можете использовать. Но опять же, решать вам импорт, экспорт настроек, я так понимаю, для быстроты. То есть, видите, по настройкам все очень-очень быстро, просто. Вот я есть. Демчить, тестирование, мониторинг, это мы будем. Вот они появились у нас отчеты. Создавать свои отчеты, вот шаблон, то есть красиво. Здесь вы можете что-то включать, что-то включать. То есть, если, допустим, можете ввести текст, то есть отчет мониторинга, обозвать это все красивенько, то есть, и поставить свой логотипчик, свой цвет изменить, после один из шаблонов, а где здесь еще выбрать шаблон назад. Здесь вы можете создавать шаблоны, и здесь по шаблоновые отчеты, то есть вы можете поставить расписание, либо сгенерировать, допустим, потребовать, то есть, история шаблон. Все очень-очень просто. Здесь мониторинг, как видите, пока да, 30 проверок прошло, ответ средний отклика, время отклика и код ошибок. Их, естественно, инцидентов нет, все стабильно. И давайте вернемся. И здесь, как видите, можно создавать, если проще объяснить, русский язык, то это проверка сайта внутри WordPress. То есть, к примеру, видите пилевого стажера, который каждый день заходит там на сайт, проверять работоспособность, страница развалилась. Только стажеру нужно за это платить, а плагину это тест, сценарий. Дать меру сценария открыть вниз. Здесь мы даем, допустим, сценарий, чтобы он делал, допустим, магазин. Видите, здесь вот. Так, сейчас слушаю всех 6 шагов. Настройки, что в случае нас свою страницу. Здесь описание нашего флоу. Также, если вы хотите, чтобы параллельно селекцию, здесь можно писать селектора выбрать, либо есть галочка, допустим, чтобы опять же, здесь видите клик на общий селект, здесь делать. И опять же, здесь у нас есть 6 шагов, есть hover, чтобы навести, скролл, чтобы он скроллил, скажем, север, чтобы размеры, чтобы он ввел текстовое поле текста, но это уже для проверки опций, там, выбрал чекбокс, отметил, выбрал радио, кнопку, далее проверка элемента, валидация, визуальный чек, сделал еще вот скриншот и проверил, вот здесь указано, что не более 15% должно быть изменений, так, приветствие. Здесь также можно, если
исключить тест-класс, если же видите social баг, переключение в светлую тему, правит, то все вот он не будет оставаться логически выводить хорошее учение, ну и, к примеру, вот если он учится, либо вы вообще поверх один брони, допустим, и вот успел тестовый запуск. Скорее всего, у нас сейчас тестовый запуск по нашему, что же говорил, то есть он здесь он у нас пишет по странице, все хорошо, здесь времени, и, соответственно, если у вас что-то изменит, меру, также либо можно вообще сделать запись, и вот он будет записывать все наши действия. Допустим, перейти в категорию, я сделал клик, то есть он каждое действие делает. Есть небольшой баг, и не открывает this round, и, соответственно, если вы хотите сделать запись баг, если я совершил клик, то, допустим, мы дальше, давай, добавить в корзину, сейчас писайте, нажимаем чекаут, если мы оказываем в чекауте, вбиваем текст, он вписывает текст телефона, например, дальше, к примеру, добавляет тест, что существует, состав, согласие, он также открыт, к примеру, раз, страниц нету, потому что все правильно. Так, добавляем несколько flow, количество ошибок, плюс баг, сказать, что благодаря он возможно, как видите, это очень ждать автоматизации, проверок, что делалось, это раньше лучше траченных часов. Кому это полезно, конечно же, это веб-разработчик, фрилансерам, которые обслуживают, особенно агентством, где очень большое количество сайтов, как я уже говорил, видите, это поле, здесь, и он показывает ошибки, да, там я email бил, и здесь время пущено, пытался писать, а так, в принципе, если один раз это все настроить, хорошо, ну, здесь видите, если мы перед тем, давайте сохраним специально с этим ошибкой, так, учить, чтобы он был активным, сохранить, и вот видите, он здесь уже показывает ошибку запуска, он сейчас будет тестировать, активировать, не активировать, он сейчас нас деактивирует, сейчас активирован, сейчас он деактивирован. Так, дублировать, если у вас есть большинство похожих решений, посмотреть лог, то есть в очень удобном варианте, смотреть лог, где были ошибки настройки. Ну, как я говорил, здесь он выбирал просто селектор по классу храним, и сколько неактивных, активных лог, и, соответственно, вы можете вместе активный. Сейчас он не активный был, вот, получается галочка активный, здесь еще и отсюда посмотреть. Можно также, опять же, еще раз запустить, если у вас их много, выпуск обновлений, и еще очень раз всех будет разжано тест, ну и если есть ошибки, то отвечать. Инструмент очень удобный, очень полезный, вы сами видите, не один из инструментов оставляли, я тестировал очень много, я, конечно, пользуюсь там, уже они не позволяют гибкости наших ставить по элементам, кидывать формы, видите, здесь можно тоже протестировать и форму есть, и давайте, можно опять же говорилось, ну, то есть, писать здесь будет высоко, здесь библиотеки, интересно, как склад, здесь смотрите, то есть он выбрал, видите, показывает, что вы выбираете, выбрал, я писал, вот мне интересно, как Flair работает, что не тестировал, просто статьи записали, в начале, скорее всего, есть, допустим, ницу, сейчас главное, очень мы запустим ошибку, идет, просто обработку здесь очень все, видите, close, потому что здесь я ошибок не допускал, как назад, и вот здесь у вас отображается один тест проваленный и показывает какие ошибки. Ну, радите еще раз тестируют, и то есть я пошел сказать, где и на чем ошибки видите, все с форм работало, и так как я блокировал от мейла, сделать, чтобы он мне через настройки, тест видите, я бы не что ошибки есть, и соответственно проблема. Видите, инструкций, же еще и тут, и если сломаться чекаут, казин, годно, то есть лист, ну, либо для владельцев на сайте, да, и, соответственно, не был разрыв. Это основной здесь, конечно, центр, как и на фрилансеров, то есть на их использование, также и тех владельцев бизнесов, агентов. Да, если у вас маленький блог, нет форм, статический сайт, конечно, данный инструмент вызовестный. И плюс у город точная версия, то вы тестируете сайт, все остальные сейчас очень делаются на основе для статические сайты, и это будет включаться только от прайса. На сегодняшний день есть действует скидка, да, 35 но это будет включаться то есть, на 750 тысяч от таймчекеров, 7500 тест, 50 тысяч раз. Опять же, в лайфтайм версии, значит, просто у вас время есть то еще. То есть и большие сомнения, которые вам. Да, это самое главное, еще раз хочу сказать, тест, ветка всех остальных. Что мне больше всего нравится, тесты можно запускать как вручную, те схемы, так и давление PM. И это главное. Пишет очень быстро. Есть
этот шаг, идет сравнение, если нет, получает fail, скриншот. Видите, все хорошо. Это очень продуманный инструмент, сделано все очень круто. Спасибо Watch за его отличный инструмент. Из вариантов, то, что показывает вашего flow, то есть Learn WordPress, Push тест, либо кнопкой магазин. И, соответственно, мы еще далее. Ну, как бы я бы использовал, я бы, может, не создавал пока тест, я бы пока сейчас создам несколько тестов. Сейчас как это все проверить. Можем делать корзину, оформление заказов, формы. То есть я бы проверял это, ну и то проверку скриншота, на страниц категориями. Частая проблема. Мы заходим в виде замечательно, все красиво, а когда попадаем в архивы, а там уже у нас просто либо критическая ошибка, либо сверху ошибка. То есть, соответственно, в этих обязательно создали flow, где можно просто делать визуальный чекинг, 20% же категории, либо их несколько. Дать допишем с магазином, чтобы он ножами он посмотреть. Есть мини чекер, соответственно, он должен быть визуал чекер, нужен визуал чекер. Здесь после, когда на этой странице мы его проверили, его, я не знаю, назвал, и потом нет уведомления, тоже небольшое меню, клик, мы здесь это пускай, да, к этому все немножко привыкли, здесь можно ходить сверху, опуск и сказать, что самое главное не смотреть на эти тесты, чтобы вам не приходили уведомления в электронной коммерции, ну, у большинства сайтов частая история, поэтому мой вывод такой, Flowgood важен для тех, кто серьезно относится особенно к своим клиентским либо другие сценарии, как получение прибыли клиента. То есть мне нравится идея здесь не просто, да, это стоит человеке получать сигнал заранее. Это не заменит капы, не стейджинг, либо сначала должны перед тем как делать. Да, здесь кап, это просто хорошо, да, я вот с этим интересно. Что тоже ваш профессионализм и, соответственно, вашу работу среди студенты решили, как проблема переводов. Я пока еще обязательно проверю, то, конечно же, заголовок можно местами нажать, соответственно, что-то выглядит логотипчик и будет красиво. Я потом проверю с языками, может он переводить, я думаю, минимум через VPML, если интересно, раз мы уже смотрим и переводить видит, еще, скорее всего, я не видел описания, конечно же, можно нативно заставить искать эти, ну, я думаю, что-то язык лезет. Конечно, можно там, вы знаете, на SML, просто не хочу сейчас запускать стоп-кал, JS, все отключать. Мне очень понравился, я однозначно пользуюсь этим месяцем. Сейчас период, это сэкономит значительно больше. То есть есть также гестации, чтобы если директ получать уведомления, ну и здесь вы можете, видите, здесь переключить, сейчас перейдем, не сэкономит, ни, может быть, даже недели, в среднее время, если все время короче, взломы, разработчики должны. И, соответственно, я сейчас очень часто обновление плагинов, очень критических уведомлений, уязвимости плагина, приходится часто, и этот инструмент как раз очень-очень еще назад, можно еще обновлять часто, как сейчас. Сейчас нужно, потому что если смотреть сейчас статистику сайта, реально не то, что со слогов, сейчас практически всех очень большое количество сейчас, ну, соответственно, вайп-плюс. Поэтому, проще говоря, полгода это человек, который тренер WordPress сайту проверяет, не развалилось, и что не просит ни кофе, не забывает чекаут, то есть не ленится, как делаем. Пошел где и ходит в офис, не болеет, мощнее. Так что если вы обслуживаете WordPress сайты, я бы точно, если бы с игры после лени играть в игру, мало клиент не нашел первым. И, соответственно, ты готов, можешь даже смело повышать и снять, что вы используете клиент, то есть деньги, минимум x2 повысить стоимость вашего обслуживания. После этого, ну, как объяснить, ну, я могу и сам. То есть здесь это вы показываете автоматизацию, проверку форм, шоп, скорее всего, с ним. Ну и по завершению сказал, я думаю, что все. В ближайшее время будет еще интерес плагинов, которые сейчас появились еще скоро. Следите за каналом, подписывайтесь. Вы обновляете свои сайты, интерес, то есть либо обновляйте на стейджинг. Опять же, на тех же стейджингах при обновлении отвечает, что у вас не сможете. Когда вы увидели, допустим, где была форма с имейлов, вам доставом здесь я бы вам давал далее торинг или просто носили вере. То есть мне, честно, реально интересно ваше решение, басить, что интересно. Я постоянно пытаюсь развиваться на интересном очень много времени. Спасибо, очень рад вас на нашем канале. Ждите новинки, очень интересные, искусство, до новых встреч, до свидания.